Привет, друзья! Настало время последней модернизации электробайка Suron, а именно замены батареи. В предыдущих частях я заменил контроллер адапта на ядреный контроллер, а также полностью перебрал проводку, убрал все сопли. И теперь в электробайке слабым звеном является батарея. Она осталась старая, на элементах LG MH1. По факту в динамичном режиме я проезжал на байке 12 км при скорости 80 км в час в среднем. И батарея нагревалась до 60-65 градусов. И я настраивал Smart BMS сначала на 60 градусов, чтобы она отключала, потом на 65 градусов. Но все равно этого мало. Батарея в любом случае будет перегреваться. На такие нагрузки эти элементы не рассчитаны. Это было изначально понятно, когда этот проект задумывался, и поэтому были заказаны NMC элементы на 60 ампер-час. Я их оттестировал, реально они отдают чуть больше. Заказаны они были чуть в большем количестве, чтобы можно было подобрать по емкости и по внутреннему сопротивлению. Я это уже сделал, и сейчас займусь сборкой батареи. Кто не видел предыдущие части по модернизации электробайка Suron, можете посмотреть, они есть на канале. Также на канале есть тест на емкость этих элементов. Как и оказалось, показали себя очень хорошо в тестах. Новая батарея будет также на 20S, так как отсек Сурона сравнительно маленький. Эти элементы придется ставить вертикально в него. 16 элементов будут располагаться, как вот сейчас они стоят, и 4 элемента будут располагаться рядышком сбоку. В итоге батарея получится высокой, и родная крышка батарейного отсека закрываться не сможет. Поэтому придется что-то придумывать уже после. Либо другую крышку ставить, либо ездить так без крышки. Иначе большого пробега у Сурона не получится. К фрезерованным алюминиевым выводам элементов китайцы заботливо приварили никелевые ленты, но их будет недостаточно. Токи при 10 киловаттах будут достигать 150 ампер, в некоторых случаях возможно даже больше. Поэтому я приварю эти пластины вместе с собой и сверху еще напаяю медную фольгу толщиной полмиллиметра. Для удобства сборки батарею поделю на секции из двух элементов, но просто так соединять их нельзя. Здесь, конечно, есть изолирующая пленка, но нужно здесь проложить еще термостойкий скотч. Вот теперь другое дело, и стирание, и высокие температуры будут им не так страшны. Теперь можно скрепить скотчем. Вот так теперь можно еще снизу закрепить дополнительно. Перед свариванием я обычно надрезаю никелевые ленты, чтобы распределить лучшим образом ток. Чтобы никелевые ленты не продавливались, я буду снизу поддерживать такой вот лопаточкой и приваривать. Проварил, насколько это возможно, и для лучшего контакта здесь еще нужно все пропаять. Теперь отрезаю медные фольги. И чтобы лучше было пропаивать концы, я их тоже надрежу. Тогда они будут более податливые. Готово. Вот эти лепестки торчащие нам не нужны теперь. И вот таким образом нужно подготовить еще 8 сборок по 2 элемента. 8 сборок готовы, и теперь их нужно соединить вместе. Перемычки будут припаиваться сюда и вот так вот до конца. Получается, соединение будет производиться вот такой вот змейкой. Перед тем, как сваривать, их нужно выровнять друг относительно друга. Для этого я воспользуюсь струбциной. Теперь спокойно можно приваривать. Процедура та же самая. Выровню никелевые ленты, потому что они немножко подмяты плоскогубцами. Привариваю вместе, сверху напаиваю еще медную пластину, а излишки никелевой ленты с другой стороны, они не нужны, я их отломаю. Перемычки на основном модуле готовы. Теперь предварительно скреплю этот модуль скотчем по периметру, чтобы он уже не болтался вот таким вот образом. Потому что очень боюсь, что точечная сварка, сделанная китайцами, отвалится. Теперь, когда элементы стоят вертикально, они давят друг на друга собственным весом, придавливаются друг к другу, зазоры становятся чуть меньше. Я положил скотч, сейчас надо будет поставить элементы на него. Я отмерил с этой стороны с запасом,
чтобы хватило прям сюда внахлёст. И сейчас, придавливая, стяну, чтобы уже точно никуда не делось. С этой стороны точно так же, и потом еще одну полосу здесь. Будет тогда более надежно. Ну вот, другое дело, придавливал еще гантелью, чтобы было лучше. И плюс еще поддавливал рукой. Отличненько получается. Теперь конструкция должна быть более жесткая. Прям это даже чувствуется. Да, почти как единое целое. Что делает обычный армированный скотч с такой сборкой? Сразу преображает ее, и она становится прочнее на изгиб. А почему бы нет, подумал я, и еще скрепил вот таким вот образом. Получилось крест-накрест. Конструкция будет еще жестче. Вырезал по размерам кусок стеклотекстолита. Он будет защищать элементы, которые лягут вот здесь, вот таким вот образом. 4 штуки. Чтобы здесь не было истирания стеклотекстолита, я напильничком все это подработал, но аккуратно надо, чтобы не замкнуть клеммы. Сейчас смочу дихлорметаном и хорошенько протру все это дело. Теперь на всякий случай клеммы обязательно нужно защитить термостойким скотчем. Вот теперь замечательно. Сверху кусок стеклотекстолита, но пока крепить его рано, так как здесь вот есть пустоты, их нужно заполнить, чтобы за счет давления клемм, вернее перемычек на стеклотекстолит происходило меньше истирания, нужно что-то сюда подложить. Замерю толщину, или даже как назвать, высоту. Примерно 7,5 мм. Есть у меня вот такой вот плотный материал, демпфер, который вставляется в палеты. Я из него вырезал такие вот прокладочки толщиной 7,5 мм. И теперь их нужно закрепить. Вот так вот они никуда не денутся. Примерю, как станут сюда оставшиеся 4 элемента. Здесь у нас выходит минус. Пойдет он к плюсу, корпус элементов плюс. Поэтому очень выгодно именно пустить от минуса по корпусу плюс. Даже если истирание будет, то никакого замыкания здесь не возникнет. Итак, от каждого элемента, от этого элемента пойдет минус на плюс сюда. И также будет по корпусу проходить. Даже если протрется, ничего страшного не будет. Отсюда минус пойдет сюда на плюс. И отсюда минус пойдет сюда на плюс. Получается, отсюда с батареи выйдет минус с этой стороны. И отсюда же выйдет плюс. Получается, выводы будут расположены рядышком. Это очень удобно. Шина пойдет вот таким вот образом. От минуса сюда я ее припаяю по корпусу. Замыканий никаких не будет. На корпусе плюс, как мы помним. Сюда. Еще одна шина пойдет сюда. Тут пойдет сюда. И здесь пойдет вот сюда. Сейчас я припаяю этот кусок шины. И сюда кусок шины. И можно будет тогда стеклотекстолитом закрыть и зафиксировать его здесь. Уже сюда нам лезть не понадобится. Шины припаяны, но стеклотекстолитом сверху закрывать еще рано, так как не припаяны еще балансировочные провода от BMS. BMS для новой батареи я возьму со старой батареи. Видео, как я делал эту батарею, есть также на канале. Она была в предыдущей версии по модернизации этого электробайка Surron. Здесь все держится на термоклее. Сейчас феном прогрею и аккуратно демонтирую проводку. Прежде чем укладывать балансировочные провода от BMS, ее я планировал устанавливать здесь сверху. Ее размеры немного больше, чем размеры батареи. Вот эта вот часть выступает. Нужно немножко ее укоротить. Для этого, я думаю, срезать в этом месте и подрезать плату с этой стороны. Здесь транзистор стоял правее, вот здесь видно его посадочное место. Я подогрел паяльной станции, немножко сместил его левее. Здесь даже видно по затвору, вот он смещен относительно дорожки. Это позволит срезать плату чуть побольше. Также будет полезная информация, какие стоят транзисторы на этой BMS. NCE P039N10D. Этот транзистор точно такой же. Вот что получилось после подрезки. Сейчас поставлю радиатор на место и подпаяю силовые провода. В месте установки BMS подложу стеклотекстолит. Мало ли чего, на всякий случай.
BMS будет стоять вот так. Балансировочные разъемы будут находиться вот в этом месте. Сейчас я их закреплю, потому что подключать их заранее и распаивать не рекомендуется. Мало ли чего, вдруг где неправильно сгорит BMS. Разъемы зафиксированы. Еще раз проверяю, правильно ли я их расположил. Да, все верно. Сейчас теперь здесь плюс у нас находится. Подпаивать балансировочные провода начну от плюса, потому что минусовая сторона будет сверху, и она еще не установлена. Поэтому придется делать это от плюса. Нижняя часть готова. Прежде чем закрывать это все дело, я думаю пролить еще вот эти вот места термоклеем. Все вот эти вот места. Тут они держатся за счет перемычек, а здесь будут держаться получше за счет термоклея дополнительно. Клей остыл, затвердел. Теперь можно оклеить термостойким скотчем заново. Сверху лист стеклотекстолита. И надо зафиксировать его скотчем. Следующий этап. Укладываю сверху элементы. Здесь у нас выходит минус. Корпус элементов под плюсом. Можно не бояться замыканий. Плотно укладывать. И здесь нужно будет как-то аккуратно припаяться. Далее укладываю следующий элемент. От него будет сюда идти лента. Ну и так далее. Отсюда сюда. Это я не буду показывать. Довольно сложно это снимать. Неудобно. Небольшой нюанс. Так как у элементов есть лепестки приваренные, грех их не использовать. Я уже их использовал снизу. И здесь также припаял медную шину. И теперь часть лепестка загну в эту сторону и также его внахлёст здесь припаяю. Этот вывод также я припаял внахлёст. Затем оклею выводы термостойким скотчем, уложу по размерам кусок стеклотекстолита, 18-м элементом придавится, к 18-му элементу также припаиваю шину с этой стороны. Потом 19-й и 20-й элемент по аналогии. Вот такой вот снаряд получился. Да, мощная штука получилась. Получается, здесь плюс, здесь минус, балансиры выведены. Вот так все это выглядит. Сейчас надо прозвонить балансировочные провода, проверить, правильно ли я все подпаял. Начну со стороны минуса. И вот эти вот два провода, плюс питания, идут на плюс. Вот этот и вот этот. Также на всякий случай проверю на увеличение напряжения. Каждый раз будет больше на 3,75 вольта. Все верно подпаяно. Отлично. Теперь установлю BMS, подключу балансировочные провода, выведу плюс и подпаяю минус отсюда сюда на плату BMS. Также нужно припаять кнопку, но это недолго. Припаять датчики, питание экрана и сам экран. Ну, сам экран здесь подключается через разъем. Самое дольше это разместить датчики и подпаять минус так, чтобы он здесь не выступал за края корпуса. Нужно будет разделить на два провода, один с этой стороны, другой с этой. Я так думаю. Термодатчики будут размещаться следующим образом. Первый датчик уже вот сюда залил я. Второй датчик будет размещаться вот здесь, посередине нижней части основной сборки. Третий датчик будет установлен вот здесь, посередине верхней части сборки между вот этими двумя элементами. И четвертый датчик будет установлен вот здесь, с краю модуля. Затем провода уложу, залью все термоклеем и будет все четко. Силовой и минусовой провод подпаян к BMS, плюсовой также подпаян к выводу батареи. Подключил балансировочные провода, также разъем экрана подключил и припаял разъем для питания экрана. Так, сейчас подключу экран и будет первое включение. Нажимаю на кнопку. Так, вроде бы BMS живая. После манипуляций по перестановке. Да, действительно живая. На 18-м элементе самое высокое напряжение 3,777 вольта. На 13-м элементе самое низкое напряжение 3,734 вольта. Среднее напряжение 3,755 вольта. Теперь можно заключать в корпус и ставить на байк. Поставил батарею на байк. Сейчас буду тестировать при скорости 70 км в час, сколько байк проедет. Аккумулятор заряжен практически полностью. 4,18, 4,15 вольта. Высокое и низкое напряжение на элементах. Замерять расстояние буду по GPS часам.
Постараюсь держать среднюю скорость 70 км в час. Проехал 14,1 километра. Израсходовано 9 ампер-час. Максимальное напряжение на элементе 4,04, минимальное 4,01. Еду дальше. Проехал 30 километров. Расход составил 19 ампер-час. Температура батареи 37 градусов. Забыл сказать, какая была температура, когда проехал 14 километров. 34 градуса было. На той батарее из среднетоковых LG-шек, когда проезжаешь 12 километров, батарея нагревалась до 65 градусов. Эта батарея прям меня очень порадовала, что не греется. О, жутко капец. Одной рукой держаться. Ну что могу сказать? В целом я доволен. Теперь нужно экран врезать вот в это место, чтобы было красиво. Вот что получилось. Сейчас вклею дисплей и приклею пластину на место. Теперь нужно в верхнюю крышку врезать кнопку. Кнопка сама сейчас вот такая, вот обычный микрик. Нужно будет сделать отверстие под провода и врезать вот такую вот красивую кнопочку для включения BMS. Думаю, вот в этом месте тут как раз ничего мешать не будет. Вот что получилось. Нравится мне, как смотрятся эти кнопочки. Красивые такие кнопочки. BMS включается. Все отлично. Также выключается с кнопочки. Теперь осталось зафиксировать провода силовые и саму крышку вклеить. И вот он, окончательный результат. Все отлично работает. Батарея практически полностью заряжена, 4,1 вольта. На седьмом элементе самое высокое напряжение 4,103 вольта. На 13 самое минимальное напряжение 4,95 вольта. Сейчас поставлю на зарядку током 1 ампер. Заодно все отбалансируется за ночь. И можно будет выкатить, проверить пробег при скорости от 40 до 60 км в час. И снова аккумулятор заряжен. Выезжаю, буду держать среднюю скорость 50 км в час. Самый заряженный элемент 4, 4,153. Самый низкозаряженный 4,144. 13 элемент. Часы показывают 0,3 километра. Буду ехать при средней скорости 50 км в час. Хочу измерить пробег при такой скорости. Взял зарядное устройство на 3 киловатта, 120 вольт. Буду дозаряжаться в пути. Yeah, you and I, both longing for expression for the things we like, but we stay quiet. Hold me now, tell me things, tell me all about how you feel. Just let yourself go. Say it loud,
Just let yourself go. Just let go. Ooh, just let go. Oh yeah. Just let go. Ooh, just let go. Just let yourself go. Let yourself be. Me and you, we're holding back each other in the things we do. It's all so blue. Yeah, what if we could grow just like the flowers through the concrete? Just you and me. Hold me now, tell me things, tell me all about how you feel. Just let yourself go. Израсходовано 15 ампер-час из 60. Пройдено 32 километра. Израсходовано 18,5 ампер-час. Пройдено 40 километров. Each other and the things we do, it's all so blue. Yeah, what if we could grow just like the flowers? Израсходовано 18,4 ампер-часа. Пройдено 62 километра. Я очень доволен новой батареей. Надеюсь, владелец тоже будет очень доволен. Получается, на одном заряде можно будет проехать 120 километров, если ехать со скоростью от 50 до 60 километров в час. Местность у нас вот такого плана. Сопки. Очень хорошо себя показывает подвеска, очень мягкая, в отличие от моего байка, конечно же, пожестче. Прям приятно ехать. Захотелось себе тоже что-то подобное, чтобы ездить на большие расстояния и смотреть подобные красоты. Each other and the things we do, it's all so blue. Yeah, what if we could grow just like the flowers through the concrete? Just you and me. Just let go. До этого я измерял пробег при скорости 50-60 км в час. Сейчас я хочу измерить пробег при скорости 70-80 км в час. Батарея заряжена. Седьмой элемент заряжен самое большее 4,122 вольта. Восьмой элемент заряжен самое меньшее 4,117 вольта. Часы показывают 0,3 км. Посмотрим, насколько хватит батареи в таком режиме. Проехал 38,8 километров. Израсходовано 24
ампер-часа, но элементы находятся практически в средней точке. Думаю, где-то столько же еще байк без проблем проедет. Температура батареи 34 градуса в среднем. Это отлично. Старался все время держать среднюю скорость 75 км в час. Произошло отключение батареи. На элементах 3,3 вольта в среднем. Проехал 87,2 км. Очень хорошие элементы. При средней скорости 75 км в час не получилось их нагреть выше 40 градусов. Пробег 87 км в таких жестких режимах, я считаю, очень хорошо. Аккумулятор показал себя отлично. Можно будет еще в будущем собрать еще один такой аккумулятор. Ядреный контроллер тоже показал себя с хорошей стороны. Есть небольшие глюки. Об этом производитель, я думаю, знает. Но в целом мне очень понравилось. Особенно мне в контроллере понравился рекуперативный тормоз. Он здесь не дискретный, а усилие торможения зависит от степени нажатия на ручку тормоза. Чуть-чуть нажимаешь, чуть-чуть тормозит. Сильнее нажимаешь, байк начинает сильнее тормозить. В общем, байк получился с лютой динамикой. И если выставить батарейный ток 150 ампер, а фазный ток 300 ампер, на нем очень опасно ездить, особенно в потоке. На этом, думаю, видео завершить. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Увидимся в следующих видео. Всем пока!